В этом видео хочу рассказать, кто же такой Сиреноголовый. Так вот, Сиреноголовый – это 12-метровое гуманоидное создание, а цвет его кожи похож на ржавый металл, и его конечности длинные и тонкие, а руки свисают до самой земли. Но эти же руки оканчиваются огромными и тонкими пальцами, а вместо шеи и головы у существа что-то похожее на обычный столб, но закрепленными на нем сиренами. Отсюда и его название – Сиреноголовый. Еще вокруг сирен обмотаны черные провода, сделаны они из металла, а сирены присоединяются к остальному телу длинными кожистыми связками. И вся эта биомеханическая конструкция может вращаться на 360 градусов. А на некоторых снимках и изображениях внутри сирен видны кричащие челюсти с зубами и длинным языком. Так вот, что же умеет Сиреноголовый. В основном он издает громкие звуки, характерные для армейских и гражданских сирен, сигналы воздушной тревоги или же искаженную музыку, или экстренные оповещения, короче, так сказать, как повезет. Также Сиреноголовый может имитировать голоса людей или даже животных. И этим привлекает внимание, например, издает жалобные крики о помощи. Помимо этого, существо умеет маскироваться в форму дерева или даже фонарного столба. И практически всегда эти преимущества дают ему право напасть первому. Поэтому данное существо крайне агрессивное и опасное для людей, так как он ведет образ жизни настоящего хищника. И обитает он в сельской местности или отдаленных городках и даже лесах. А заманивает он туристов или заплутавших жителей, но бывает даже и детей. Иногда охотится на диких животных, издавая волчий вой, приманивая собак и волков, а затем хавает пару штук. Так вот, как же проходит встреча с Сиреноголовым. Мало кто смог пережить встречу с Сиреноголовым, и из-за этого о нем так мало известно. Во время нападения существо сопровождает трансляцией звукозаписью голосов убитых им жертв или же сигналами воздушной тревоги. She's alive, and she's angry. Angry at the people who tried to kill him. Beware, he is coming for you. Впервые в современной истории Сиреноголовый был замечен в 1966 году на кладбище в Аризоне, через которое проезжала проводящая отпуск семья, но после снимка эта семья считается пропавшей без вестью, а через 29 лет 1995 года группа подростков пошла в поход в лес, там их уже и поджидал Сиреноголовый. С показаний выжившего парня его друзей схватило что-то гигантское, бредущее между деревьями, и говорила их голосами. Парня нашли живым, но сильно раненым, а вот следов остальных парней найдено не было. С какой целью Сиреноголовый напал и забрал их, и вообще, что он с ними сделал, неизвестно. Всего на данный момент есть 9 свидетелей, якобы переживших встречу с Сиреноголовым, а последнее упоминание о существе пришло из штата Индианы, где часто стали пропадать люди. По словам некоторых жителей, Сиреноголовый
сиреноголовый ходит прямо по улицам, превращаясь под фонарные столбы. И есть свидетельство того, что сиреноголовый якобы появился задолго до зарождения человеческой цивилизации. А по всей Северной Америке находят наскальные живописи, на которых изображено нечто очень похожее на сиреноголового. Скорее всего, эти рисунки просто хорошая имитация древней наскальной живописи, сделанная, так сказать, с целью розыгрыша и поддержания интереса к данному существу. Кроме того, было упоминание о монстре, во многом схожем на сиреноголового, но с одним отличием. Вместо сирены у него был уличный фонарь. Возможно, некоторые особи данного ранее неизвестного науке вида развили более продвинутые навыки мимикрии или же приспособились к другим условиям обитания. Так вот, кто же он такой на самом деле? Сиреноголового придумал канадский художник и иллюстратор Тревор Хендерсон, который рисует в жанре криповые картинки. Так что это все выдумки и видео фотошоп. Но если ты видел сиреноголового, то обязательно напиши в комментариях, и возможно ты спасешь чью-то жизнь. Ну что могу сказать, на это у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, да и про комментарии не забывай. И желаю тебе удачи.